Там стоят две канистры. Там тоже хороший канал. Дистанция 19 метров. Суть не в том, чтобы попасть или там еще что-то, а в том, чтобы посмотреть, как пуля 5,45. Вот она, на 39. С продукта завода Калашников. Какое разрушительное действие может сделать такая пулька? Че, смотрим, водичка потекла, канистры подпрыгивали. Вот сзади самый интерес. Пуля вышла, как это называется, утюжком, видимо. Разорвала. Вот здесь тоже не просто дырочка маленькая, а уже такая. Может быть, даже ее можно здесь найти. Так, открыли канистру, и вот там лежит свинец в канистре. Какая-то часть пульки там осталась. Это вот кусочек. В общем, пульку не нашли. Здесь уже выкопал уже, наверное, полметра. Нету, и пинпоинтером искали. Сейчас воды в одной канистре, ну, чуть меньше половины. Поставили книгу. Сначала будет выстрел в книгу. Пуля пройдет, и застрянет ли она в канистре, и в каком состоянии застрянет. Это интересно будет посмотреть. Здесь то же самое. В книгу, в воду. Так, предохранители снимаем. Все готовы? Я стреляю. Пробка вон одна через полминуты упала. Через полминуты упала пробка. Обалдеть. Здесь интересное наблюдение. Когда загружали канистры с водой в машину, я специально проверил, как затянуты пробки, чтобы вода не пролилась, и они затянуты были крепко. Но гидроударом при выстреле пробку выбило, и, как говорит один из наших членов команды, пробка упала через полминуты после выстрела. На этом кадре как раз видно, как пробка в виде белой точки отлетает от канистры. Так, смотрим, значит, входное отверстие, выходное отверстие. Дальше. Мне интересно входное отверстие, выходное отверстие. Входное и выходное. А, выходное все-таки есть, да? Да. Я думал, она в воде застрянет. Толщина воды, ну, сантиметров 25, наверное, здесь была. И, кстати, выходное отверстие также есть и на второй канистре, где была толстая книга. Так, тут уже как ни ставь, вода все равно потечет. Че, давай, Димка, попробуем вот здесь покопать и вот там. Сейчас попробуем найти пулю, чтобы посмотреть, в каком она состоянии теперь. Нашли пульку. Вот она. Вот она. Ну, в общем-то, это книга, где-то 300 страниц. Толстенькая. Так, 557 страничек, плюс твердый переплет вот этот вот. И воды 25 сантиметров. И она еще зашла в землю, ну, недалеко, да, Димка, уже? Потом вторая же тоже сюда улетела. Плюс-минус. Что-то есть. Вон она, вон она, вон она. Класс. Я с собой еще взял два планшета, и где-то у нас там есть мультитул и еще мобильник. Но в этот раз два планшета, за ними книги, потом канистры, но они уже пустые. И за одной из канистр гонг 6 миллиметров, по-моему. Все, продолжаем мероприятие. Есть попадание в планшет. Я думал, честно говоря, он разлетится. Крепкий, хороший планшет. Так, и во второй есть попадание. Это выходное.
Выходное. Это в планшетик входное, выходное тоже. Так. Ну и сама пулька. Ее что-нибудь остановит. А где она вышла? А, это она, походу, и есть. Так, в планшетик попала. О, она вместе с книгой отрывается. Планшетик Huawei, хороший металлический корпус. За 15 тысяч брал году в 2011, а то и 2010. Это выход прям весь рваный. Даже вход в канистру рваный. Пульки там нет. Она вышла. И вот она. И вот она, в общем-то, да. Она, наверное, горячая еще даже. В лепешку. Нет, трогал ее, она уж не горячая. А, не горячая, да? Ну вот, в общем, она вылетела и еще прилично смяла лист этот. Вот он, свинец. Это оболочка. Да, сила, конечно. Где-то миллиметра на 3, наверное, она сплющила. А даже с обратной стороны она выгнула. Плющила. Угу. Так, на этот раз планшет один, книга. Между ними еще планшет один и еще книга. Дальше канистра и сзади опять металлический вот этот вот лист, гонг. В общем, что прошьет, именно интересно не то, что прошьет или нет, а здесь она, понятно, зайдет одной точкой, выйдет. Здесь она уже зайдет не точкой, а ну, более такой широкой какой-то пулей. И чем дальше, тем больше должно быть отверстие. И вот какое будет отверстие уже на выходе второй книги через два планшета. Что, еще одну? Давай. Чуть повыше, да? Угу. А, щит вот этот вот, то есть сюда попало. Смотрим. Входное, выходное. Дальше книга. На книге уже выход побольше. Вход огромный. И здесь уже все ну понятно. Здесь внутри книги прям как будто детали планшета. Вон оно все крошится. Элементы рубашки от пули. Ага. Так, ну и здесь очень мелкие крошки. Книги. Вход в канистру, а выход как будто бы, не знаю куда. Вот она, пуля. В канистре. Она в канистре. Ее извлекем. Позволь, разрешу тебе задачу. Давай. Ну что, разрезаем, смотрим, что там с пулькой. Класс. В общем, ее как будто непонятно как вообще вывернуло. Да, вывернуло ее наизнанку прям как-то. Вот так вот. Какие-то раскрошенные, раздробленные. Там же где-то еще и батарея. Вот прям в батарею. В мусорку. А это у нас и будет тогда мусорный этот. Вот еще, кстати, целый планшет. Целый планшет. Он еще живой. Ну вот, планшет Huawei, да, у которого алюминиевый. Пулю не выдержит, конечно. Ну вот так вот он дробится, раскрашивается. Я думал, честно говоря, они на куски разваливаются. Но нет, держит. Китайцы неплохо делают. Да. А это плоскогубцы мультитула, ради которых и организовано это мероприятие. Еще. А вот теперь, по-моему, я попал. Ну что, попадание по мультитулу? Или не Есть. попадание? Есть. Попал. Прям четко попал. Ага, попал по низу, по ручке, да? Да. Ух, как ее туда вмяло. Почти снайпер. Обалдеть. Как ее туда вмяло. И здесь выход и пулька. Вот, кстати, часть одна от ручки, от плоскогубца.
Вот отсюда она оторвалась. Плоскогубцы четко... тогда не будем снимать. Сейчас я попробую сюда еще. Вот в эту часть. Ставите приклеить на скотч. Попадешь, интересно или нет? Так, есть, они отлетели. Слушай, Есть. попадание отличное. Сереге 100 баллов по зачету. С такой дистанцией. Настолько небольшие элементы. Так, по-моему, часть. Вот она. Плоскогубчики. Ну, в общем-то, вот она, это, как ты ее назвал? Шваечка. Шваечка. От мультитула. Стайр. Мультитул стайр. Угу. Итак, еще скажу, почему я расстреливаю. Потому что в прошлый раз я делал обзор на мультитул. Плоскогубцы сломались на первом заказе. И показал, почему сломались, слабое место мультитула. А вот и губки этих плоскогубчиков. Вот, попал прям куда хотел. Вот она. А вот и пуля. Обалдеть. Хочу посмотреть входное. Книгу порвала сзади. Разрыв. Сейчас тогда ее откроем и что там внутри. Книжка. Вот она разорвала. Это разорвала, возможно, каким-то элементом, который отлетал. Или просто как силой удара. Здесь на 122 странице мы видим плоскогубцы. Часть. И здесь вот такое отверстие. Все, испытан мультитул. Удачно. Следующий интерес посмотреть, как осколки пули разорвут книгу. 6-миллиметровый. Дальше книга. Что, вот она книжка. Так, ну что, смотрим. Вот они, видно, два свежих отверстия. Все рядышком. На выходе у нас пулька, свинец, рубашка. О, а на выходе и тут, ух ты, пульки-то они горячие. Одна из пулек превратилась В сферическую в сферу. Она горячая прям. сферу. Полусфера вышла. Так, это часть, кстати, мультитула. Да, это еще мультитульчик тут. Стайр. Да, еще горячая. Так, ну вот, смотрите, какая полусфера получилась из пули 5,45 на 39. И вот что стало с книжкой. Так, ну и попыталась здесь пуля пробить канистру. Нет, уже просто вмятина. Вмятина хорошая. Это я просто... Устройство Пионер, устройство для самообороны. Не требует разрешения, не номерное изделие. Компания Tula A+A рекомендует многим людям, которые там таксисты, дальнобойщики, ну и в принципе человеку, который там иногда заботится о своей безопасности. Альтернатива газовым пистолетам, то есть в магазинах продается свободно, спокойно. От злых собак тоже спасает, так как есть ретановые бамы. Также он бикалиберный, можно поставить сигнал охотника, взять с собой в лес ракетницу, которая сейчас в данный момент представлена. И также можно холостые светошумовые патроны для отпугивания собак, зверей. Ага. И привлечение Понятно. внимания в какой-то опасной ситуации. Ага. Сейчас мы стрельнем ракетницей. Обычно ракетницы стреляют вверх, она летит. А сейчас мы стрельнем горизонтально и посмотрим вообще, как она летит горизонтально, когда упадет, насколько далеко она летит. Все, снимаем, можешь? Снимаешь, да? Да. Я что-то боюсь, звук какой будет. Раз, два, три. Метров на 50 она улетела, горизонтально стрелял, попала в воду. Легкая такая отдача, по-моему, почувствовалась.